Привет! Тема этого видео — сравнительный анализ модели здорового питания под названием «Моя тарелка». И я сравню модель, предлагаемую Министерством сельского хозяйства США, со здоровой кето-диетой, чтобы вы увидели, чем они отличаются. Как видите, примерно 25% должны занимать фрукты, 25% — овощи. Зерновые культуры составляют от 40 до 60% объема тарелки. Остаток уходит на белки плюс молочные продукты. А при здоровой кето-диете на вашей тарелке должны быть овощи, жиры, белки, а углеводы вне тарелки, так как их должно быть совсем мало. На здоровой кето-диете вы едите от 7 до 10 стаканов овощей, тогда как с моделью «Моя тарелка» всего 2–2,5. Но здесь вы можете выпивать овощные соки, например, V8, съедать консервированные овощи, салат «Айсберг», а также можно есть картофель, то есть крахмал. Это приемлемо. В то время как здесь важна листовая зелень, ею надо наполнить половину вашей тарелки. И вот что интересно. Взгляните на мою круговую диаграмму. Овощи составляют 5% от общего числа калорий. Но если посмотреть на объем овощей, то они занимают 50% вашей тарелки. Получается огромное количество овощей и очень мало калорий. А если судить по этой диаграмме, то 5% — это очень незначительное количество. Но с точки зрения объема, наоборот, овощи занимают половину вашей тарелки. Что касается жиров на здоровом кето, рекомендуемый объем от общего числа калорий примерно 70%. На этой диаграмме доля жиров выглядит огромной, больше половины. Но необходимо помнить, что жир более чем вдвое калорийнее, чем белки и углеводы. Так что общий объем жира будет гораздо меньше. Если взглянуть на эту диаграмму, 70% — это как будто очень много, но фактический объем гораздо меньше. Это и путает людей, ведь они думают, что это огромное количество жиров, но на самом деле это не так. И, конечно, углеводы мы держим на уровне 5%. Не стоит превышать 20–50 грамм в день. И умеренный объем белков от 85 до 170 грамм за один прием пищи. На сайте «Моя тарелка» рекомендуются маложирные, постные белки, а на кето-диете мы рекомендуем белки с высоким содержанием жира, ведь, как мы знаем, чем более постный белок, тем сильнее подскочит инсулин. Мы также не объединяем белки и сахар, а также белки и жиры, тогда как здесь объединяют белки с зерновыми, а это приводит к очень сильному выбросу инсулина. И вот из-за чего конкретно. Они рекомендуют, чтобы половину этой нормы зерновых составляли цельнозерновые, а это значит, что вторая половина зерновых может быть очищенными. Зачем это вообще допускается, я понятия не имею. Разве что с целью откормить людей. Именно это у них получится. Они рекомендуют от 170 до 200 грамм зерновых в качестве суточной нормы. И это лишь часть приема пищи. Взглянем подробнее. 28 грамм — это один кусок хлеба, то есть они допускают потребление 7 кусков хлеба в день. Те же 28 грамм — это половина стакана хлопьев. 28 грамм — это также один блин, то есть они разрешают съесть 7 блинов в день. Смотрим дальше. Это также 3 стакана попкорна. Получается, вам можно съедать 21 стакан попкорна. Невероятно. Это также один кусочек кукурузного хлеба, то есть можно съедать 7 кусочков кукурузного хлеба. Ого, какая потрясающая диета! С высоким содержанием углеводов. И, конечно, также разрешены растительные масла с ГМО — соевое, кукурузное, хлопковое и рапсовое. Все эти масла содержат ГМО, к сожалению. Я постарался представить вам визуальное сравнение этих двух моделей питания и показать, почему эта тарелка в 1000 раз полезнее, чем эта. Спасибо за просмотр. Если вам понравился этот ролик и вы подчерпнули что-то для себя, напишите объективный отзыв, ссылка под видео. Спасибо.